Как справиться с переживаниями перед своим днем рождения? Прямо грусть накатывает. Это исполняется 32 года. Да раньше такого не было. Обычно у нас есть внутреннее какое-то ожидание от себя, что мы хотели достичь к определенному возрасту. Например, к 28 или к 32 у меня должен быть ребенок, а может быть 2. Дом, любимая работа, отличный муж, допустим. То есть какая-то картинка. Чем картинка жестче, и чем жестче несоответствие этой картинки, тем нам хуже. У нас, как бы, знаете, опять такой, как же так, мне же уже 32, а у меня же там либо работа не очень люблю, либо ребенка нет, либо дома нет, либо и очень тот муж, да? То есть вот это вот история. Поэтому, девушки, нужно работать с ожиданиями от себя, да? Порастите себя и позвольте себе просто жить. Потому что, знаете, вот этот стандарт, который в нас заложен, типа жизнь удалась, что обязательно правильно так. Но ведь это глупость, понимаете? Знаете, ну, вспоминается этот анекдот, который старинный, вообще очень старый, но я его очень люблю, про стакан воды. Вот я вам сейчас расскажу, да, когда двое встречаются, значит, одноклассники, два, там, им уже лет по 45, он говорит, ну что, как твои дела, как ты живешь? Он говорит, да все хорошо, вот отработаю, там, все прекрасно, путешествую. А как вот семья, дети? Он говорит, ну, ты знаешь, я один. Как же так? То умирать будешь, даже глотка воды подать некому, да? Тут, значит, женился, его, значит, на смертном одре, у него, значит, много детей, внуки, значит, там на каком-то велосипедике катаются, значит, все вот встали около него, смотрят, и он вздохнул и думает, боже мой, а пить-то не хочется. Вот вы понимаете, как бы такой вот анекдот немножко горький, и на самом деле он правдивый. Вот я очень работаю как раз с клиентами, они приходят очень часто с тем, что они как будто бы идут по какой-то программе, а когда приходит ощущение вот этого благополучия, счастья нету, понимаете? Поэтому пересмотрите, что у вас за вот этот образец, за вот ожидание. Действительно ли вам это надо, понимаете? Или вы для мамы, вам нужно детей много, допустим, да? Или работа статусная нужна, у вас ее еще нету, на самом деле вы и не хотите в глубине души эту статусную работу, вам нужно, наоборот, больше свободы, больше времени для себя. Но вот вас гложет, как же у меня статусной работы нет, понимаете? Поэтому, если вы пересмотрите вот эти вот ожидания и освободите себя, то каждый день рождения для вас будет в радость. Вот у меня, допустим, знаете, есть такой девиз, что каждый год лучше предыдущего. И я очень верю, так и прям ощущаю, что где-то мой вот расцвет будет годам к 50. Вот, поэтому это на самом деле зависит от того, что вы ожидаете и как вы к этому идете. Поэтому освободите себя и вот разрешите себе просто жить. И тогда каждый день рождения это будет просто день рождения, просто день, который вы можете провести с друзьями, с семьей, одна, так, как вы пожелаете. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно.